Вот такой самый настоящий трюфельный торт мы сегодня приготовили. Нежные шоколадные коржи и воздушный сливочный крем. Смотрите видео до конца, и я покажу, как приготовить такой торт дома. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить шоколадный трюфельный торт. Для нашего торта нам понадобятся такие ингредиенты: шоколад, растворимый кофе, какао-порошок, сахар, сливочное масло, яйца, сода, жирные сливки 33% и мука. И, конечно же, все пропорции я напишу в описании под видео. И очень важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Для начала нам нужно на водяной бане растопить шоколад. Мы измельчаем на такие мелкие кубики и отправляем в чашу для того, чтобы растопить. А также, конечно же, можно еще воспользоваться микроволновкой. Но я буду растапливать именно в водяной бане. И нам нужно растворить растворимое кофе в горячей воде. Сейчас я займусь шоколадом, а далее принесу кипяток и будем растворять кофе. Подготавливаем водяную баню. Хотела сказать, что содержание какао в нашем шоколаде в данном случае 80%, а также можно брать и 70%. Вот так, смотрите, мы оставляем в горячей воде и периодически так помешиваем, и шоколад растворится. И я еще приготовила 50 мл горячей воды. Сейчас мы добавим кофе и вот так будем растворять. И добавим к шоколаду. Кофе усилит вкус шоколада, и будет у нас очень насыщенный шоколадный торт. Видите, потихоньку растапливается шоколад. И добавляем кофе растворимое. Оно уже хорошо растворилось. Вот так. И продолжаем перемешивать. А сейчас мы добавим сливочное масло к нашему шоколаду. Не все сразу. Вот так немного растворяем сначала половину масла. Далее добавим следующую половину. Вот так. Вот так, смотрите, вот такая у нас сливочная шоколадная масса получилась. Такая ароматная. Вы не представляете. Очень вкусно пахнет. Мы оставляем в сторону. Вот так. И займемся другими ингредиентами. Нам нужно смешать сухие ингредиенты. Для этого у нас тут мука, сода и какао. Мы берем, перемешиваем. Мука у нас заранее просеянная. Вот так. Перемешиваем. И займемся еще яйцами, сахаром и сливками. А теперь просеем муку, какао и соду в большую миску, там, где мы будем взбивать остальные все ингредиенты. Для того, чтобы наше тесто было воздушное, пористое, для этого нужно обязательно просеивать и муку, и какао. Далее мы к этой массе добавим еще сахар. У нас сегодня тростниковый сахар коричневый, а также можно использовать просто обычный белый сахар. И вот так перемешиваем. Это оставляем в сторонке и будем взбивать и перемешивать яйца. Яйца сильно взбивать не надо, мы просто объединим яйца с сливками.
Вот у нас сливки 33%. Я, как всегда, разбиваю яйца по отдельности в отдельной пиалочке. Вот так. И добавляю сюда. И третье яйцо. Взбиваем яйца. Вот так. И добавляем к яйцам сливки. Сильно взбивать до пены не надо, просто мы соединяем яйца со сливками и все. А сейчас мы добавляем яйца к нашей муке с сахаром. Вот так. И добавим, смотрите, у нас уже вот такая вот шоколадная масса получилась. И потихоньку, тонкой струйкой такой, будем добавлять в нашу массу. Вот так. И так до конца. В дальнейшем я покажу дальше, какая у нас консистенция теста получается, бисквита. Вот так у нас получилось. Визуально нам нужно поделить тесто на 4 части, так как у нас будет 4 коржа. Вот так. Сейчас я приготовлю противень с пергаментной бумагой и будем печь. Застилаем форму пергаментной бумагой. Диаметр нашей формы 26 сантиметров. У меня 3 формы. Я сразу распределю на 3 формы, а потом будем по очереди выпекать. Вот так. Сейчас распределим. И обязательно нужно духовку заранее разогревать 180 градусов. И все, распределяем равномерно, чтобы все коржи у нас были одинаковые. Пока что я взяла 3 ложки столовые и вот так вот, смотрите, распределяем тоненьким слоем. Вот так. Смотрите, вот так у нас получилось. Пока что 3 коржа, а 4-й мы испечем позже. Приблизительно на каждую форму у нас ушло 3,5-4 столовые ложки теста. И по очереди будем выпекать. Отправляем в духовку. У нас тут режим вверх-вниз на средний уровень и 180 градусов. Где-то 10-15 минут будет выпекаться один корж. Прошло 15 минут. Наш корж уже пропекся. Вот такой, смотрите. Как мы проверяем готовность коржа? Мы отправляем в корж зубочистку. Если она сухая, значит корж у нас полностью пропекся. И точно так же выпекаем все остальные коржи. Оставляем, чтобы корж хорошо остыл. Вот и готов наш последний 4-й корж. Все коржи выпекались ровно 15 минут. Вот так, смотрите, у нас получилось. Мы оставляем до полного остывания минимум на час, а то и больше, чтобы хорошо стабилизировались наши коржи. Приготовим крем. Крем у нас самый нежный и самый простой. Состоит из 2 ингредиентов: сахарная пудра и жирные сливки. У нас тут 500 мл
сливок 36%. Нам нужно взбивать сначала сливки, а потом потихоньку добавляем сахарную пудру. Вот так. И уже потихоньку, по чуть-чуть добавим сахарную пудру. У нас тут 120 грамм сахарной пудры. Взбиваем до таких вот устойчивых пиков, чтобы крем был такой густой и устойчивый. Все, крем уже готов. Посмотрите. И хочу сказать, что сливки обязательно должны быть холодные, из холодильника. Видите? Вот такой крем получился. Сейчас будем собирать наш торт. Коржи стабилизировались, крем уже готов, и уже можно собирать наш торт. Делим крем на 4 части, вот так вот, смотрите, и будем смазывать вот таким тоненьким слоем каждый корж. Получается у нас корж, крем, и так все 4 коржа. И в конце будем украшать наш торт шоколадной глазурью. Я вам покажу, как приготовить глазурь для этого торта трюфельного. Вот так. И кладем уже второй корж. Видите, когда коржи хорошо стабилизируются, они легко отделяются от пергаментной бумаги. Смотрите, какие здесь поры. Какой удачный бисквит такой. Чем-то напоминает, как на брауни. И вот так продолжаем смазывать все коржи. Я смазываю последний корж и оставим немного крема для того, чтобы смазать вокруг нашего торта. Вот так вот для того, чтобы было равномерно, знаете, вот так вот распределяем по бокам. Теперь приготовим глазурь. На водяной бане мы будем растапливать шоколад, черный шоколад. У нас тут 50 грамм черного шоколада. Добавляем сюда чайную ложку сахара, вот такого коричневого тростникового. И отправляем на водяную баню растапливать. Постоянно помешиваем. У нас тут еще 30 миллилитров жирных сливок. Я сюда поставлю и будем перемешивать вот так до растворения шоколада. И у нас получится шоколадная глазурь. Смотрите, шоколад у нас уже вместе с сахаром хорошо растопился. И уже можем потихоньку добавлять сливки и перемешивать вместе с шоколадом. Вот так. Посмотрите, у нас вот такая вот глазурь получилась. Я приготовила кондитерский мешок. Мы сейчас переложим в этот мешок и будем украшать наш торт. Перекладываем вот в такой вот мешок кондитерский. Срезаем кончик кондитерского мешка совсем чуть-чуть, немного, для того, чтобы получился красивый узор. Это мы сейчас уберем и начинаем украшать. Вот так вот. Украшать можно, как вы любите, как вы захотите, по вашему вкусу. Я вот так вот, на вот такие вот полосочки. А потом мы будем деревянной шпажкой украшать такими узорами. Вот так, смотрите.
Вот так. И смотрите, вот так вот берем и вот так вот делаем. Смотрите, у нас вот так вот получилось, вот так мы украсили. И хочу сказать, что глазурь достаточно густая, поэтому, видите, приходится вот украшаем палкой деревянной и вытираем бумажной салфеткой. Приходится вот так немного тянуть, и получается достаточно красиво. Я считаю, что очень красиво у нас получилось, очень аккуратно и по-праздничному. А теперь отправляем наш торт в холодильник для пропитки, для стабилизации. Минимум где-то на час. И потом уже встретимся, порежем, я покажу вам разрез торта. Вот такой шоколадный трюфельный торт у нас получился. Хорошо стабилизировался, коржи пропитались. И теперь самое время попробовать. У нас сегодня будет пробовать наша Ани. Ани, утес, будешь пробовать? Покажу вам торт в разрезе. Очень мягко режется. Смотрите, прямо как по маслу. Обязательно нужно дать хорошо настояться торту, чтобы вот так вот мягко и нежно резалось. Смотрите, какие шоколадные коржи. Ани, вот так. Смотрите. Вот так мягко у нас в разрезе. Угу. Вот смотрите, какой здесь разрез. Гамова? Ани? Ну шли, не примахчикас. Друзья, пробуйте такой рецепт, я думаю, вам очень понравится. Такой торт идеально подойдет для праздничного стола или просто для семейного чаепития. Я думаю, вы попробуйте, и на самом деле вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. Вот так.